Привет, друзья! В этом видео я покажу топ-10 мест, которые стоит посетить в Москве. Я подобрала не только общеизвестные достопримечательности, но и интересные места, которые вы не найдете в туристических путеводителях. Я ездила в Москву на концерт Q. Это группа, на выступление которой я очень хотела попасть. И они сделали мою поездку волшебной. Я была в Москве на выходные и посетила все эти места за 2 дня. Кроме того, все места в моем топе бесплатны для посещения. Если, конечно, не учитывать стоимость поездок на метро. Я люблю бывать в интересных арт-пространствах, и в Москве я также посетила несколько таких мест. В комментариях под видео я оставлю геометки на все посещенные локации. Удачного путешествия! If you want to listen to the video in English, please include subtitles. Итак, мы в Москве, на площади 3 вокзалов. Отправимся прямиком на Красную площадь. Сейчас раннее утро, и это лучшее время, чтобы там побывать, пока не все туристы проснулись. Нулевой километр дорог России. Входим на площадь. Вот это красивое здание ГУМ, позже мы зайдем в него. Красиво украшенная улица, думаю, вечером здесь просто сказочно. Не могу избавиться от ощущения, что ГУМ похож на Лувр в Париже, а вам тоже так кажется? Храм Василия Блаженного, наверное, самый узнаваемый храм в России. А это Спасская башня и куранты Кремля, которые мы видим по телевизору в новогоднюю ночь. Это место стоит посетить, но в общем-то делать здесь больше нечего. Погуляю, пофотографируюсь и пойду дальше. Когда у тебя всего 2 дня, по музеям ходить некогда. Еще я видела здесь несколько километровую очередь в мавзолей Ленина. Это реально странно. Еще одна сталинская высотка, всего в Москве их 7, и гуляя по городу, вы будете часто их встречать. Гуляя вокруг Кремля, вы можете набрести на князя Владимира и библиотеку Ленина. Ну вот я и обошла Красную площадь вокруг. Здесь есть интересная карта. А сейчас отправимся в ГУМ. Это большой магазин, он очень необычно оформлен внутри. И даже если вы не планируете ничего покупать, просто пройдитесь по нему, он очень красивый. Теперь я пойду на Старый Арбат. Это прогулочная улица. Особенно весело здесь вечером, и утром еще ничего не открылось.
Я уже вижу на горизонте небоскребы Москва-Сити, и я отправляюсь туда. Во всех местах, которые я уже показала, я была и в прошлую поездку в Москву, а вот района с небоскребами здесь тогда еще не было. Вот они, спрятались за Сталинской высоткой. К Москва-Сити я пойду пешком, чтобы рассмотреть город поближе и прогуляться по набережной Москвы-реки. Думаю, я полюбила небоскребы в Гонконге. Там я побывала на 108 этаже, и это пока мой личный рекорд. Теперь всегда, когда я отправляюсь в крупный город, я вставляю в свой маршрут бизнес-район. А что это? Церковь? Вот здесь я точно не ожидала ее увидеть. В Москве просто невероятное количество церквей, я повторюсь, просто невероятное. Небоскребы красивые, особенно вот этот витой. Внутри есть торгово-развлекательный центр, но мне больше нравится тратить время в поездках на осмотр города. Вечером я отправляюсь на фестиваль в Коломенский парк. Cure – одна из моих любимых групп, которые я слушаю уже много лет, и они в России всего второй раз, скорее всего в последний. Я просто не могла это пропустить. К сожалению, я не могу воспроизвести звук в этом видео, но я оставлю в подсказке ссылку на мой второй канал, где вы сможете посмотреть полное видео с концерта. Итак, день второй. Я хочу посмотреть на Кремль в Измайлово. Кроме того, даже интересно прокатиться по большой кольцевой линии метро. Не могу не отметить, насколько удобно спроектировано московское метро, в отличие от питерского. И вот я уже в Измайлово и вижу Кремль со станции. Подходим ближе. Он похож на дом из русских сказок, башенки в разном стиле и разного цвета, немного эклектично и чересчур, но побывать там забавно, словно оказаться в мультфильме про конька-горбунка. Или еще какой-то русской сказки. Здесь есть все, что любят иностранные туристы. Матрешки, шапки-ушанки, вот даже розовый Ленин. Теперь отправимся на ВДНХ. Здесь музей космонавтики. ВДНХ – это огромная советская площадь с фонтанами и зданиями-музеями советских республик. Здесь продают яблоки в карамели и каштаны, но это яблоко невозможно съесть, не измазав в нем все лицо, хотя карамель вкусная. Здесь можно очень долго гулять, территория действительно огромная. Обойдя площадь, я отправляюсь на монорельс. Вот там знаменитая статуя рабочей и колхозница. Монорельс – это часть метро, которая едет над землей. Из поезда можно посмотреть на город и Останкинскую башню. Но поезд довольно маленький, ходит с большими интервалами, и в него набивается столько людей, что удовольствия от такой поездки мало. Поэтому я выхожу через несколько станций. Теперь я отправлюсь посмотреть московские арт-пространства. Недалеко от метро есть указатели. Туда ArtPlay, а сюда винзавод.
Заходим в арку под железнодорожными путями. Я не знаю, куда идти, просто буду следовать граффити на стенах. И я не ошиблась, вот и вход. Здесь несколько милых кафе и магазинов, стены расписаны, уютненько. Теперь отправимся в ArtPlay. Также проходим под аркой, в этой ездят трамваи. Здесь такая же разрисованная машина, как и на входе в винзавод. Это пространство намного больше. Здесь много дизайнерских магазинов и ресторанов, классно оформлено, как маленький город. Я даже зашла в веганское кафе и съела соевого мяса. Было на удивление вкусно. В моем плане осталось всего одно место – парк Горького. Это большой парк, он оборудован для множества развлечений. Здесь есть красивые прогулочные зоны, можно арендовать средства передвижения, покататься на лодках и катамаранах, есть самые разные спортивные площадки и большой фудкорт. Часто проходят какие-то фестивали и выступления. Если честно, впервые вижу настолько классный и продуманный для отдыха парк. Но я уже очень устала и поэтому мало снимала. Я встречаю закат в парке и еду домой. Это было насыщенное и разнообразное приключение. Пока, Москва! Ставь лайк, подписывайся на канал. До встречи в новых видео!